Привет, ребятки! Я решил сегодня делать видео про 6 минусов жизни в Испании. Первый минус, конечно, экология. Как вы знаете, Испания находится на юге Европы. И мы уже видели недавно, что, например, на юге Испании была очень сильный дождь и так далее. Это пока, наверное, не чувствуется, не так очевидно, что эта проблема сейчас у нас есть, но через несколько лет это будет очевидно, и это будет большая проблема, как вы знаете, экологию и погоду меняет, да? Она сильно меняет пока сейчас. И это будет, через несколько лет, это будет большая проблема в Испании. И второй минус, или вторая проблема, это купить квартиру. Конечно, если человек сейчас хочет купить квартиру в Испании, ему надо брать ипотеку. Обычная ипотека сейчас как 30-35 лет или даже 40 лет. Представляем, что, например, человек, ему 30 лет, да, как он нашел работу, все, как много чего у него нормально в жизни, и он берет ипотеку, да, ему 30. Вот это значит, что он будет заканчивать платить ипотеку, когда ему будет 70 лет. Вот вы представляете, да? Даже он будет пенсионер, ему уже надо платить ипотеку. Это просто... Это большая проблема. It's tragic. Третий минус – это коррупция политики. Как вы знаете, такая коррупция, она везде, да? Но здесь тоже есть. И это большая проблема, потому что мы потеряем деньги, и силу, энергию потеряем. Конечно, надо искать, кто это, который коррупт и так далее. Но это, конечно, стоит деньги. И все это тоже большая проблема сейчас здесь. Четвертый минус или четвертая проблема – это что в Испании много радаров. Если ты водишь машину, тогда тебе надо очень аккуратно ехать. Ну, конечно, всегда надо аккуратно ехать, но у нас есть такие, например, как полиция там поставит такой-то, как фотоаппарат типа того, да, где никто не знает, например, сегодня здесь, завтра через 20 километров и так далее. У нас есть такая система, да, и это значит, что тебе надо прямо очень аккуратно водить. И, конечно, это проблема, если ты много водишь каждый день, это проблема. Например, у меня никогда не было штраф, ну, потому что я очень аккуратно, всегда очень аккуратно еду и вот так, ну. Но это значит, что тебе как всегда надо очень аккуратно, как все внимательно смотреть. И все это вообще иногда, когда ты про чего думаешь и так далее, ну, когда водишь, ну, вот так, это тоже, мне кажется, что это проблема. Пятый минус или пятая проблема, это что разница между богатыми и бедными, она побольше и побольше. У нас есть много людей, которые зарабатывают 1000 евро или даже меньше. И, конечно, есть тоже много людей, которые они зарабатывают много денег. Вот это большая проблема. Но проблема не только эта, проблема, что она побольше и побольше. Вот такая это проблема. Вот последний минус, или последняя проблема, это система песни и, конечно, что больницы, все это, они бесплатные, да? Это, во-первых, это неплохо, конечно, это хорошо, да? Я тоже так думаю, что это очень хорошо, но это значит, что пока сейчас у нас каждый год больше и больше пенсионеров и меньше, как молодые, просто меньше людей, которые на самом деле работают, да, и платят налоги и так далее. Я думаю, что эта большая проблема будет, пока нет сейчас, но через несколько лет такая проблема будет, потому что, конечно, у нас будет много пенсионеров,
и будет надо использовать много денег для того, что мы платим все этого. И, конечно, как это мы будем делать, если в прошлом году родились меньше детей, и каждый год так получается, что, ну, как мы это будем делать, это будет тоже большая проблема, и, наверное, я не знаю, что будет с системой песни и так далее, но я не знаю, но чувствуется уже, что это, конечно, проблема будет. Вот. Это 6 минусов, которые, мне кажется, что они довольно важны и которые, ну, люди говорят про их и так далее. Ну вот и все, ребята. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы скоро увидимся. Пока-пока, ребятки.